Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах. Я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно загляните в плейлисты. Они собраны для вас, организованы так узорчики, чтобы вам было удобнее, да? И надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда будут новые видео. А своим девчонкам, своим подписчикам, постоянным зрителям отдельный привет, слова благодарности, большая группа поддержки. Не устаю каждое это видео говорить. Вы большие молодцы. Спасибо вам огромное. Много городов, много стран. Это очень классно. Я к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. Да? Alizen Gora Gold Simli, кто знает, да? А кто не знает, новички, смотрите. Это получается ниточки 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Нитки классные, в 100 граммах аж 500 метров. Представляете, как много. Крючок производитель нам рекомендует от 2 до 4. Я беру троечку, мне так сподручнее. Я уже с ниточкой этой работала с крючком номер 3. Вы можете брать и двоечку, можете четверочку, и пятерочку брать. Чем меньше берете крючок, тем получается плотнее вязка. А чем крупнее вы берете крючок, тем будет у вас как бы воздушное такое, да, вязание. Ниточки классные тем, что даже на картинке, смотрите, нарисовано либо это шаль, либо палантин. То есть очень классно именно для шалей, для палантинов. Но ниточка специфическая, так? То есть, так скажем, новички, если что, смотрите, ниточка очень пушистая, так? И она получается, когда вот так вот немножечко, если расслаивается, то можете, зацепить, да, неаккуратно. И опять же, если вы вдруг связали и что-то вам не понравилось, то распустить будет можно, но сложновато. Итак, с этими ниточками, с этим крючочком. И смотрите, вдохновилась я вот таким вот узорчиком. Помните, мы с вами вязали? Кто не помнит, я ссылочку внизу туда в описании оставлю. Помните, такие вот сердечки, араны, да? И вот еще один новенький узорчик хочу вам показать. Тоже не менее интересный. И точно такие же ниточки хочу сделать. Угу. Кто на моем канале давно уже знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Сегодня я хочу сделать образец, в силу того, что ниточка потоньше, да, поэтому я наберу и побольше петелек. У нас, получается, раппорт состоит из 13 петелек. Наберем 3 раппорта, это получается 39, и 2 у нас будут такие вот, как бы, назовем их кромочные петельки, 41 петля. Итак, если вы набираете, как я, вместе со мной, да, то есть первая петелька фиксации, зафиксировали, а дальше с вами набираем 41 воздушную петлю. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Так. Дальше. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Есть. Вот наш будущий образец. Что делаем дальше? Здесь я сейчас вам настоятельно порекомендую, чтобы вы сделали ряд столбиками с накидом. Новичкам так будет намного удобнее и понятнее сам образец, сам узорчик. Угу. Кто мастерица опытный, можете этот рядок пропустить. Итак, новички, смотрите. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Дальше считаем 5-ю петельку от крючка. Раз, два, 3, 4, 5. Накид, и в 5-ю петельку вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом, то есть 2 петельки. Видите, зацепляется она как бы такая пушистенькая ниточка. Раз, взяли 2 петельки и 2 петельки провязали. Дальше следующая 5 петелька, берем, вводим крючок, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. И так далее провяжем первый ряд, да, полностью столбиками с накидом. Новички как раз потренируются, если этой же ниточкой вяжете, попробуйте эту ниточку в деле. Так? Попробуйте крючки, каким вам будет удобнее вязать. Все, ряд несложный. До конца ряда провязываем и встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Кто вяжет точно так же вместе со мной, 41 петелька, да, была? Значит, получится 41 столбик с накидом. Все ровненько, все аккуратненько. Отработали навыки и продолжаем дальше. Теперь начинается сам узорчик. Итак. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь провязываем в каждый столбик, да, верхушку столбика, провязываем 3 столбика с накидом. Итак, раз столбик. В следующий столбик за верхушку взялись, провязали еще один столбик.
И за следующую верхушку еще один столбик. Итого у нас получается вместе с 3 петельками подъема, да, получается 4 столбика. То есть вот эти 3 петельки это имитация столбика. Но это будет кромочный, да, то есть это к узорчику не относится. Итак, 3 столбика есть. Дальше накид. Пропускаем 3 столбика первого ряда. Раз, два, три. И в 4 провязываем 3 столбика. Будем формировать веерочек. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Так, пол веерочка готово. Теперь воздушная петелька и сюда же вторую половинку веерочка. То есть 3 еще столбика с накидом. Раз, 2, 3. Вот он наш веерочек. Угу. Дальше опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4 провязываем столбик с накидом. Раз, столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. И у нас как бы на этом моменте заканчивается вот наш раппорт. Да? Начинается с 3 столбиков и заканчивается. И сразу начинается следующий раппорт. Еще 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. То есть теперь вы будете повторять, да, как вы начали провязывать. 3 столбика, веерочек и 3 столбика. Вот, поняли? Вот 3 столбика у нас закончился раппорт, 3 столбика начинается следующий раппорт. Накид. Пропускаем 3 столбика первого ряда. Раз, два, три. И в 4 провязываем наш веерочек. То есть 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 1 воздушная петелька. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот он наш веерочек. Угу. Вот так вот. И заканчивается наш раппорт. 3 столбика пропускаем. Раз, два, три. И в 4 провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. И столбик с накидом 3. Все, давайте последний, так скажем, раппорт. Третий, да, провяжите самостоятельно. То есть опять 3 столбика с накидом, веерочек и 3 столбика с накидом. А в конце ряда я вас встречаю. Угу. Все понятно, да? Давайте. Так, смотрите, вот, провязали, да, практически до конца. Практически почему? Потому что хочу показать, как заканчиваем ряд. Вот, последние 3 столбика провязали. Дальше накид. И у нас были 3 петельки подъема, да, в прошлом ряду. И в самую третью петельку вот так вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Все, это как бы такой, ну, скажем, кромочный, да, то есть мы начали столбиком и закончили столбиком. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. А теперь получается, это у нас был как бы столбик, да, петельки подъема, имитация столбика. Теперь нам необходимо будет сделать 2 воздушные петли узора. Раз, два. Угу. Итого как бы 5 получается воздушных петелек. И дальше смотрите. Вот у нас идут 3 столбика. Все 3 столбика мы должны будем провязать рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть смотрите, захватываем не сверху вот так вот, да, в наш столбик вводим крючок, а вот так вот окружаем сзади наперед крючком столбик, то есть столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем, смотрите, внимательно как. Провязываем, сейчас подтяну ниточку, провязываем одну петельку, потом 2, 2. Угу. Накид. Опять точно так же. Сзади наперед захватили столбик, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. И точно так же сделали с третьим столбиком. Все, это рельефный лицевой столбик с накидом. И за счет того, что мы так делаем, он начинает приобретать такой вот объемчик. Но вы дальше увидите. Итак, что делаем дальше? Накид. Вот у нас был веерочек, да, и воздушная петелька. Ныряем вот в эту арочку и провязываем 2 столбика обычных с накидом, 1 воздушную петельку точно так же, и сюда же 2 столбика с накидом. То есть у нас внизу получается большой веерочек, а над ним стоит маленький веерочек. Угу. Дальше следующие 3 столбика с накидом провязываем точно так же. Рельефно-лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Дальше 1 петелька, 2, 2. И третий столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Все, на этом наш раппорт заканчивается. Так? И чтобы разграничить между раппортами, мы сделаем здесь, получается, 1 воздушную петельку. Раз. Вы потом увидите, для чего она нужна и какую красоту она дает.
Все, дальше точно так же повторяем. То есть опять 3 рельефных столбика с накидом лицевых. Раз. Сюда же 2. И такой же рельефно лицевой, потому что у нас потом будут изнаночные. Есть 3 столбика. Дальше над большим веерочком вяжем маленький веерочек. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петля и сюда же раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Маленький веерочек. Угу. И все. И заканчиваем наше вязание, получается наш раппорт, еще одними 3 столбиками, рельефными лицевыми столбиками с накидом. Вот, ничего сложного, да? То есть практически вместе с вами провязываю. Так, граница между 2 раппортами, 1 воздушная петелька. Помните, да? Все. Дальше до конца ряда самостоятельно. Осталось чуть-чуть. Получится вот такая вот красота. Дальше будет еще лучше. Угу. Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца. 3 столбика последние провязали у раппорта. И теперь мы должны закончить точно так же, как и начали. А мы заканчиваем 2 воздушными петельками. Так. И обычным столбиком, вот в 3 петельки подъема, тоже обычный столбик, но тоже мы его провяжем вот так вот. 1 петелька, 2, 2. Угу. Дальше 3 петельки опять подъема. И вот здесь у нас будут не 2 петельки воздушные, так? Тут уже мы сделаем 3. Раз, 2, 3. Итого, получается, вы набрали 6 воздушных петелек. Что делаем дальше? Дальше мы провязываем точно так же 3 столбика вот этих вот рельефных, но мы будем их провязывать изнаночными. То есть мы захватываем, будем соблюдать объем нашего узорчика, да, и поэтому мы захватываем наоборот. То есть у нас, видите, столбик находится за крючком, то есть спереди назад захватили, вытянули ниточку и провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Второй столбик. Опять, видите, захватываем спереди назад. Вот, вытягиваем ниточку и опять провязываем. 1 петелька, 2, 2. И точно так же 3 столбик. 1 петелька, 2, 2. Все. Объемчик сохранен. Когда провяжем несколько рядочков, вы увидите, как будет классно. Что делаем дальше? Воздушная петля. Вот у нас был маленький такой вот веерочек, да, с арочкой. В арочку нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петля. И опять провязываем рельефные изнаночные 3 столбика с накидом. Угу. Раз. Точно такой же. 2. И точно такой же 3. А теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Так. И продолжаем дальше наши 3 рельефных столбика провязывать рельефными изнаночными столбиками с накидом. Понятно, да? То есть мы как бы наши вот эти рельефные столбики друг от дружки отодвигаем. Так. В данном случае. Там, где получается веерочки, наоборот, будем соединять. Но вы это все увидите. Итак, 3 рельефных изнаночных столбика с накидом. Есть. 1 воздушная петелька. Нырнули в арочку вот этого веерочка. Провязали столбик без накида. Опять 1 воздушная петелька. И провязываем следующие 3 столбика рельефными изнаночными столбиками с накидом. Раз. Есть. 2. Есть. И 3. Вот, мы, получается, закончили еще один раппорт. Между раппортами, да, между 3 столбиками и 3 столбиками 3 воздушные петельки. Все. И опять то же самое, да, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, да. Смотрите, какая будет получаться красота. Сейчас покажу вам. Чуть-чуть начинает уже вырисовываться, видите? То есть над веерочками соединяются, да, вот эти рельефные столбики. А здесь, получается, они друг от дружки отходят. Так, над веерочками они опять соединяются. Будет красота. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, заканчиваем ряд. То есть провязали последние 3 рельефных столбика. И заканчиваем точно так же, как начинали. Да? То есть у нас здесь должно быть 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И заканчиваем, провязываем 3 петельки подъема предыдущего ряда. Мы провязываем столбик обычный, такой вот с накидом. Есть. Угу. Что делаем дальше? Опять 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Поворот. Теперь мы с вами сделаем 1 воздушную петельку. Смотрите. Раз. У нас получается 4 воздушные петельки набрали. И вот сюда же, да, откуда у нас вот выходят наши 3 петельки, мы провязываем 2 столбика с накидом.
Вы пока повторяйте, потом увидите закономерность узорчика. Итак, 2 столбика с накидом сюда провязали. Дальше делаем накид. И сразу же провязываем вот эти вот рельефные наши столбики лицевыми столбиками рельефными. Угу. Так, 1 петелька, 2, 2, следующий столбик. 1 петелька, 2, 2 и следующий рельефный лицевой столбик. 1 петелька, 2, 2. Угу. Дальше 1 воздушная петля, раз, и сразу же переходим к следующим рельефным столбикам. Понятно? То есть мы как бы соединяем наши рельефные столбики. 1, 2, 2. Дальше опять захватили правильно наш столбик сзади наперед. И точно так же третий столбик. Раз, 2, 3. То есть видите, наши столбики, да, вот они начинают соединяться над верхушечкой, над нашими веерочками. Ну, естественно, видите, они такие объемненькие, пузатенькие. Что делаем дальше? Вот получается 3 петельки воздушные, которые мы делали в предыдущем ряду. Вот эта большая арочка. Мы в нее ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик, 2 столбик с накидом. 1 воздушная петля. И сюда же еще раз столбик с накидом. И 2 столбик с накидом. То есть мы, так скажем, формируем с вами веерочек, да? У нас вот здесь в самом начале, когда я вам сказала, да, провяжем 2 столбика. Это вот те самые пол веерочка и были. А это получается такой маленький веерочек. И дальше точно так же делаем опять 3 рельефных столбика с накидом. Раз, 2, 3. Второй столбик провязываем также 1 петелька, 2, 2. И третий столбик точно так же провязываем. Вот, наши рельефные столбики провязали. Дальше делаем 1 воздушную петельку. Раз, да, вот над нашими веерочками. И закрываем, получается, наши веерочки вот этой крышей из рельефных столбиков. Раз, 2 и 3. Поняли, да? Все. А дальше у нас опять 3 столбика, да, вот это вот наша арочка. В нее делаем вот такой вот маленький веерочек из 2 и 2 столбика, воздушная петелька и 2 столбика. Угу. Все. Дальше повторяйте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Класс, класс. Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца. Теперь мы будем заканчивать наш ряд точно так же, как и начинали. То есть мы с вами, получается, в третью петельку подъема, здесь было 1, 2, 3 петельки, и в третью петельку вводим крючок и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, 2, формируем, скажем, пол веерочка, да? 1 воздушная петелька, и сюда же делаем нашу кромочную петельку, чтобы краешек наш был ровненький. Все. Закончили точно так же, как и начали. Так. Дальше. 3 опять петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Делаем 1 воздушную петельку узора. Так. А теперь вот в эту арочку, которую мы с вами сделали, да, из воздушной петельки, мы сюда сделаем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Тоже так повторяйте, пока потом поймете. Итак, дальше сразу же переключаемся на рельефные столбики. В данном случае у нас будут рельефные изнаночные. То есть у нас опять столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Второй столбик точно так же. Рельефный изнаночный столбик с накидом. И третий столбик. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Есть. Когда вот эти 3 столбика мы провязали, мы сразу же без воздушной петельки, да, в предыдущем ряду была хоть воздушная петелька, а тут сразу же переключаемся на следующие рельефные столбики и провязываем их все. То есть получится у вас, что вы провязали сразу же 6 рельефных столбиков, да, ну, если считать один раппорт. Вот третий рельефный изнаночный столбик с накидом. Вот видите? То есть мы, получается, с вами соединили их. Угу. Вот так они у нас шли, и мы их соединили. Красота? Красота. Что делаем дальше? Итак, соединили. Теперь получается вот наш маленький веерочек, да, мы над ним будем делать теперь большой веерочек. Тут у нас было из 6 столбиков, потом 4 столбиков. Здесь наоборот. 4 столбика, сейчас будет 6 столбиков. Итак, вот в эту арочку из воздушной петельки провязываем 3 столбика с накидом. Раз,
2 и 3. 1 воздушная петелька. И сюда же еще таких же 3 столбика. 1, 2, 3. Поняли, да? То здесь мы будем делать как бы наоборот. Большой, маленький, а тут наоборот маленький, большой. Все. И дальше сразу же переключаемся на наши рельефные изнаночные столбики. И провязываем 6 штук по порядку, подряд, да? 1, 2, 3 и сразу же 4, 5 и 6. Угу. Все. Провязали рельефные изнаночные столбики с накидом. А дальше переключаемся на веерочек. То есть был маленький, будет большой. Понятно? И заканчивайте точно так же 6 столбиками с рельефными изнаночными. Итак, смотрите. Видите? Вот такая вот получается красота. Угу. Давайте. До конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали до конца. Здесь, получается, мы заканчиваем, да, вот у нас был пол маленького веерочка. И мы, естественно, в арочку провязываем пол большого веерочка. То есть 3 столбика провязали. Так, воздушная петля. И вот, получается, в 3-ю петельку подъема провязываем кромочную наш столбик, чтобы у нас краешек был ровненький. Угу. Все. Что делаем дальше? Воздушная петелька 1, поворот. Смотрите, и вот так вот ныряем в нашу арочку. Так, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 2 воздушные петельки и идем к нашим рельефным столбикам. Сейчас мы будем провязывать 6 рельефных столбиков с накидом. То есть как в самом начале, помните, вот так вот провязывали. То есть у нас вот мы немножко сдвинули, сейчас будет все то же самое повторяться. Итак, 1 столбик рельефный лицевой с накидом, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик, 5 столбик и 6. Угу. Вот по порядку провязали наши столбики. Дальше опять делаем 2 воздушные петельки, 1, 2, и ныряем вот в арочку, так, которую мы делали в веерочке, и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и точно так же провязываем 6 рельефных столбиков с накидом. Поняли, да? То есть 3 столбика от первого раппорта и 3 столбика будет от второго раппорта. Все, и красота. Вот таким вот образом повторяете до конца ряда, а в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Видите, у нас как бы сузились наши полностью рельефные столбики. Угу. Вот. Тут у нас был большой веерочек маленький, а тут маленький большой. Ничего сложного, да? Просто повторите вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, провязали до конца, да? То есть получается после 6 столбиков, вот этих вот, да, вы сделали 2 воздушные петельки и закончили в арочку столбиком без накида. Далее 3 воздушные петельки подъема, поворот и воздушная петелька узорчика. Далее сюда же, там где у нас столбик без накида, мы провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. То есть формируем, так скажем, большой веерочек. Но здесь у нас будет только половинка веерочка нашего. Дальше провязываем без различных воздушных петель, без всего, опять наши 6 столбиков, 3 и 3 столбика, да, рельефных изнаночных столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Угу. Все, провязали. Дальше получается у нас с вами идет столбик без накида предыдущего ряда. Вот он, столбик без накида. И в него мы будем провязывать большой веерочек. То есть у нас здесь был маленький, большой, теперь будет большой, маленький. Угу. Итак, в столбик без накида предыдущего ряда провязываем
3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Вот, сформировался такой вот большой вот веерочек. Дальше у нас опять идут 6 рельефных изнаночных столбиков с накидом. И мы их точно так же провязываем. 1 петелька, 2, 2. 1 петелька, 2, 2 и так далее. То есть, когда провяжете 6 столбиков, так, опять сделайте вот здесь вот над большим веерочком, сделайте веерочек маленький. Поняли, да? То есть 6 столбиков, веерочек, 6 столбиков, пол веерочка. Несложно. Угу. Давайте, смотрите, какая получается красота. Да? Все, давайте. Провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали до конца ряда. То есть заканчиваем точно так же, как начинали. В столбик без накида предыдущего ряда провязали 3 столбика с накидом, воздушная петля и кромочный наш столбик с накидом. Смотрите, как получается. Здорово? Здорово. А теперь присмотритесь внимательно. Видите? Вот данный ряд, который мы провязали, идентичный самому первому ряду. Понятно? То есть ваша задача дальше вязать точно так же, как мы вязали. То есть здесь у вас над большими веерочками, да, будут маленькие веерочки. Угу. И у вас столбики, вот эти 6, начнут расходиться. То есть 3 столбика, воздушная петелька, 3 столбика. Понятно? То есть сейчас ваша задача перемотать назад, на самое начало. Да, и вот получается второй ряд узорчика. Начинаете опять от него вязать. Понятно? То есть они у вас будут смещаться. Угу. И вот такая же опять картина получится. Давайте провяжем несколько рядочков и посмотрим, что получается. Договорились? Давайте. Встретимся через несколько рядочков. Так, девчат, смотрите. Провязала несколько рядочков и еле остановилась. Потому что еще рядочек, еще рядочек, еще рядочек. Смотрите, какая получается красота. Да? И самое-то интересное, узор-то повторяется. Видите, половинка этого узора, да? Мы с вами провязали. Конец узора, да, вот этого. Начало вот этого. И дальше получается конец точно такой же, да? А тут же начало. И так далее. То есть он идентичный, он одинаковый. Самое главное, в начале провяжите вместе со мной, а дальше будете вязать уже, вот прям будет само ложиться, 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 ложиться. Красота. Смотрите, в первую очередь, конечно, я думала, искала узорчик для палантина, да? Вот такой вот он будет палантинчик, но будет односторонний, видите? То есть другая сторона изнаночная, она вот, конечно, она аккуратненькая, она красивенькая, но вся красота получается здесь, на лицевой стороне. Если вы будете применять данный узорчик, например, не к палантинчику, возможно, это будет шапочки, беретики, возможно, это будут кофточки. Вот здесь вот на основании, да, на набор петелек, обратите внимание, видите, я, получается, набрала ровное количество, да, сколько было по узорчику, то здесь нужно набирать меньше. Либо это будет резиночка, да, резиночка, либо это будет изначально меньше, то есть вы будете брать из одного столбика, потом делать 2 столбика, да? Это здесь надо внимательно продумать. Но что нам здесь было удобно с вами набирать, да, новички, скажите. Вот. Вот такая вот красота получается. Итак, мы набирали 41 петельку. Давайте посмотрим, что же это получается. Если это же плотность вязания, это же крючок, это же пряжа. То есть, ну вот в среднем, да, это сколько? Ну, 17-18, да? Ну-ка, давайте так вот повышим. 17-18. То есть он вот за счет вот этих вот рельефных столбиков, видите, его немножко так сжулькивает. Ну, я считаю, прикольный узорчик. Как вы думаете? Я надеюсь, видео вам понравилось, вы оставите свои лайки, свои комментарии. Да? Естественно, придумайте, куда можно использовать данный узорчик. Узорчик классный. Можно было бы, конечно, поделиться схемкой с вами, но такая схема, глаза поломать можно, если честно. Так что, девчат, кому понравилось, просто внимательно смотрите, внимательно повторяйте начальные ряды. А дальше просто повторение, видите? Повторение. Просто смещается и все. Что вы не сместите. Сместите, потому что вы уже большие молодцы. Угу. Итак, девчата, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. И делитесь со своими подружками в соцсетях. Внизу под видео находится стрелочка «Поделиться». Делитесь. Угу. Все. Тогда до новых видео. Всем пока-пока.